Владимир Алексеевич, здравствуйте. Пожалуйста, скажите, сколько вам лет? 59 лет. 59 лет. 59 лет. Вы проживаете в городе Сочи. В городе Сочи. Спасибо, что к нам приехали. И вам. И вам. Я любознательный. Вы знаете пионера? Хочу все знать. Прилетает и орех раскалывает. Вы входите в сферу интересного, скажем так. Хорошо. А вы входите в нашу сферу интересов, потому что вы потребитель синтезита. Да, наверное. Да. И, соответственно, пришли поведать о том, как у вас проходил. Ну, 17-й день проходит, хорошо проходит. А конкретно, какие-то болячки должны, бывает обычно у людей. Насчет болячек не скажу, ничего хорошего или плохого. Варикоз второй степени. То есть он как был, так и не лучше, не хуже. Потом уже аденома простаты имеется в наличии, если верить врачу, проктологу. А вот тоже за ночь, за ночь уже немножко не так часто встаю по ночам, скажем так. И днем отлучаюсь не так часто. Можно уточнение по поводу этого заболевания? То есть, когда есть это заболевание, частые мочеиспускания? Да. Да. И сейчас, получается, эти мочеиспускания стали реже? Во всяком случае, я так чувствую. Объективно картинку я календарь не веду, а субъективно, да, мне стало лучше, да. Но надо понимать, что сейчас всего 17-й день проходит. Да. Это с 15 апреля. Да. Хорошо. Я думаю тогда, что мы по поводу этого, может быть, еще раз потом с вами встретимся, когда пройдет какое-то время. У меня ресурс большой, на 80 дней. Хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то замечания по другим пунктам жизнедеятельности, настроения? Замечаний, наоборот, не замечания, а опять-таки плюс, потому что вот у меня 2 смены подряд идет. Между сменами у меня где-то спать получается часа 4, не больше. А работа физическая средней степени тяжести, не легкая и не очень тяжелая, скажем так. И теперь, как говорится, справляюсь с работой легче, чем было раньше. Хотя сейчас еще пик нагрузок физических не пошел, не могу сказать более конкретно, но субъективно лучше, да, мне лучше, чувствую себя лучше для работы. Я в основном это для работы брал, и для того, чтобы быть функциональным, потому что еще не все задачи решены в этой жизни. Вот. И не хотелось бы быть обузой для близких, а хотелось бы быть полезным. Вот замечательно. Так. То есть, получается, для работы вы хотели просто, чтобы более качественно, быстро выполнять больше работы или что? Чтобы не то, что больше работы, а чтобы это было мне легче делать. И чтобы недостаток сна не так остро ощущался. Потому что когда даже такой двое суток, 4 часа, и все равно еще за сутки до этого тоже 4 часа, потому что приходится 2 часа вставать ночью мне, чтобы добраться до Сочи. Вот так работает транспортная система. Вот. Чтобы не было на вторые сутки вот этого отупения от недостатка сна. Пока я благодарен, скажем так. Вот. Хорошо. Я смотрю, что у вас очень хорошая физическая форма. Мышцы выделяются. Вы занимаетесь спортом или это на работе вы так устаете, что у вас мышцы находятся в тонусе? Это с детства была у меня в этом необходимость. Какая необходимость? То есть в детстве мы все идеалисты и стремимся соответствовать определенным идеалам. То есть выстраиваем какую-то картинку в мозгу и стремимся ей следовать, как я понимаю. Вот. Не особенно, чтобы я рьяно с ней следовал, и потом были кое-какие ошибки в программном обеспечении, скажем так. Вот. Кое-какие наработки были, и потом и работа физическая всю жизнь. С одной этой стороны обременительно, конечно, а с другой стороны, наверное, сосуды чистые и все так. Я так думаю. Вот. То есть это и физическая работа, и плюс какая-то корректировка в личном плане. Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, выносливость увеличилась, вы
Я понимаю, что вы стали Ну, не лучше. намного, процентов на 15, наверное, ну так вот, не намного. Ну да, ну надо понимать, что 59 лет, и в любом случае должен пройти какой-то, может быть, больший период, прежде чем она немножечко еще больше возрастет. Это мы понимаем. Ну, это период восстановления, так сказать. Возможно. Да, я хочу вот что спросить. Период сна у вас сейчас сократился? Вы меньше Сон, да, спите? немножко сократился, где-то, наверное, на час. И даже вот после второй смены, как бы, когда сильно устал, а раньше где-то просыпался часов полвосьмого, наверное, 8, а теперь где-то, наверное, полседьмого, 7. То есть количество сна стало меньше, да. Но при этом качество сна такое же, вы высыпаетесь? Или нет? Такое же, не лучше и не хуже. Ну, просто сократилось время, но Да, осталось такое же да, качество. да. Ну, если сократилось время и осталось такое качество, значит, качество улучшилось. Ну да, да, наверное. Логично, да? Логично. Хорошо, Владимир Алексеевич, скажите, пожалуйста, а по общему тонусу, по настроению как-то вот есть какие-то перемены? По общему тонусу, настроению, возможно, есть, но где-то плюс 5, плюс 10%, не больше. Потому что у меня вообще-то характер в большей степени депрессивный. Хорошо. Ну, стандартные как бы вопросы такие, знаете, вот, допустим, прием пищи, вкусовые пристрастия, обоняние, слух как-то менялись у вас? Прием пищи, ну, я к пище отношусь утилитарно довольно-таки. Вот как заправить трактор бензином, соляркой, так и человеку какие-то вещи. Но я всегда получаю удовольствие, потому что, говорят, лучший повар – это голод. А я всегда кушаю на голодный желудок. А вот обоняние, осязание нет. А вот зрение, да, более четко стало. Только я не знаю, за счет чего, за счет каких-то своих упражнений, то ли за счет синтезита, но стало более четким, да. Да. А у вас плюс-минус? У меня минус, чтобы не соврать, 4,5. Очки ношу минус 4, а в карте у меня написано где-то минус 5,5, по-моему, даже. Хорошо, я думаю, в будущем посмотрим, и если что-то будет меняться, это будет, ну, наглядно через какое-то время. Ну да, наверное. 80 дней, насколько я понимаю, вы собираетесь принимать синтезит. Может быть и больше, насколько денег хватит, с одной стороны, а с другой стороны всегда есть такое соотношение цена-качество. Вот. Если соотношение приемлемое, то почему бы и нет? Хорошо. Еще какие-то, может, замечания есть? Есть. Слушаем. Ну, дело в том, что после рабочей смены я выпиваю где-то грамм 50 водки или коньяка. Вот. А Владислав Александрович говорил, что как бы спиртное нейтрализует действие синтезита. Я не знаю, такая доза нейтрализует или нет. Но я говорю то, что есть. Вот так. Вот так. Хорошо. И напоследок, может быть, есть какие-то пожелания тем людям, кто будет нас потом смотреть, наше интервью? Пожелание людям? Наверное, такое пожелание, что есть такой термин поисковая активность. Чтобы он присутствовал. Ну, есть такой термин, вот, допустим, если запустить щенка в комнату или еще куда-то, он все углы обнюхает, облазит, или котенка, или так далее. Ну и для человека это, наверное, применимо. То есть то, что находится в сфере его доступности, чтобы всегда стараться узнать как можно больше. И даже если есть какое-то первое впечатление, можно проверить вторым, третьим, четвертым, как другие смотрят на эту ситуацию, потому что вскрывается много всяких разных нюансов. Вот так. Вот такое пожелание.